Добрый день! Сегодня поговорим об Ольге Кормухиной. Она уникальная певица на постсоветском пространстве, обладает необычным расщепленным вокалом, за что ее часто называют русской Тиной Тернер. При этом она не гонится за популярностью и количеством слушателей. Ольга не раз заявляла, что исполняет эксклюзивную музыку для интеллектуальной, эрудированной и высокодуховной публики и не собирается изменять своим творческим и жизненным принципам. Ольга родилась в Нижнем Новгороде, в интеллигентной советской семье. Отец был ведущим инженером в закрытом НИИ при крупном промышленном предприятии. Он обладал уникальным тенором и в юности мечтал стать певцом. Его даже звали учиться в консерваторию, но жизненные обстоятельства не позволили. Мама, историк по образованию, возглавляла музей деревянного зодчества народов Поволжья, который создала практически с нуля. На его территории часто проходили исторические симпозиумы и семинары, на которые приезжали искусствоведы, историки и этнографы. А уникальные деревянные строения не раз служили естественными декорациями для съемок художественных фильмов, таких как «Сибирский цирюльник», «Дети Арбата» и «Жизнь Клима Самгина». У Ольги есть брат Андрей, который получил музыкальное и юридическое образование и возглавляет общественно-православное движение 40-40. Ратует за традиционные семейные ценности и приходится отцом 9 детям. В отличие от брата, спокойного рассудительного мальчика, Ольга росла настоящим сорванцом. Она носилась по улицам с дворовой шпаной, лазала по крышам и деревьям и никогда не давала себя в обиду. Природа наделила девочку сильным красивым голосом и абсолютным музыкальным слухом, но стать певицей она не планировала. Ольга хорошо рисовала и мечтала в будущем работать модельером-конструктором, но вместо этого поступила на архитектурный факультет строительного института, а дизайнером одежды, по иронии судьбы, стала дочь Кормухиной, тем самым реализовав детскую мечту своей матери. Как ни странно, но именно декан архитектурного факультета дал толчок профессиональной вокальной карьере Ольги. Услышав, как она поет, он чуть ли не насильно заставил девушку отстаивать честь института на городских и областных музыкальных конкурсах. В 80-м году на фестивале «Нижегородская весна» Кормухина завоевала гран-при и стала получать огромное количество заманчивых творческих предложений. Ее даже звали работать в филармонию, но Ольга выбрала ресторанную сцену, где могла не ограничивать себя в творческих экспериментах и выбирать тот репертуар, который ей по-настоящему нравился. Поначалу девушка скрывала от домашних, что бросила институт и ушла петь в ресторан. Когда правда открылась, мама была против, но отец поддержал наследницу. Благодаря сарафанному радио о Нижегородском самородке узнали в Москве, и послушать Кормухину приехал сам Олег Лунстрем, руководитель знаменитого джазового оркестра. Впечатлившись выступлением, он пригласил девушку в свой коллектив. И чтобы получить московскую прописку, Ольга поступила в Гнесинку. И во время учебы она гастролировала с оркестрами Лунстрема и Анатолия Кролла. В 1986 году Ольга Кормухина принимает участие в фестивале молодых исполнителей «Юрмала-86», где она представляет институт имени Гнесиных. Певица исполнила песню «Высота» и была удостоена специального диплома фестиваля. И сразу после него было много предложений работать в различных коллективах, но в этот раз Ольга решила закончить институт.
Также в 1986 году состоялось знакомство Ольги с Маргаритой Пушкиной. Ее Ольга считает крестной матерью в рок-тусовке и редким человеком, который притягивает и собирает вокруг себя талантливых людей. Вскоре Ольга поняла, что пересытилась джазом. Ее увлекала рок-музыка. Поэтому приглашение присоединиться к группе рок-ателье Криса Кельми оказалось как никогда кстати. В 1988 году в коллективе Криса Кельми назрел кризис, и ребята из группы «Черный кофе» вышли к Ольге с предложением создать собственную группу. Так была организована группа «Красная пантера». С ней исполнительница завоевала гран-при Днепропетровского фестиваля «Ветер перемен». Участники записали дебютный альбом, но вскоре Кормухина решила начать сольную карьеру. В этот период намечается тенденция к постепенному смягчению исполнительского стиля. Ольга чувствует, что в ее творчестве внутри группы наступает тупик, и певица становится тесно в рамках одного стиля. Появляется желание петь разную музыку. Ольга в качестве сольной исполнительницы принимает участие во многих конкурсах и фестивалях. В 1991-м она организует свою группу музыкантов «Гела» и активно гастролирует по городам России. В этом же году выходит первый «Магнита-альбом». С песней «Мой первый день» певица принимает участие в песенном фестивале «Песня-91». В 1992-м состоялся ее экранный дебют. Она снялась в картине «Шаг вправо, шаг влево», где сыграла артистку, оказавшуюся в заложниках. По признанию знаменитости, процесс работы над лентой показался ей слишком скучным. Приходилось делать несколько дублей, хотя сцены не получались не по ее вине. Зато полученный опыт пригодился, когда Кормухина сама решила стать режиссером. Забегая вперед, артистка окончила режиссерский факультет в ГИКа. Она заинтересовалась профессией, потому что считает ее сильнейшим воспитательным инструментом. Уже в период учебы Ольга Борисовна порадовала зрителей курсовой работой, где исполнила небольшую роль. А в 2010 году Кормухина представила свою дипломную работу – драму «Колокол», в которой главные роли исполнили Лариса Гузеева и Иван Охлобыстин. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Но вернемся в 1993 год. Этот год становится переломным в творчестве и жизни певицы. На волне успеха Ольга решает резко сократить количество гастролей и практически перестает сниматься на телевидении. Певица испытывает духовный кризис и теряет интерес к музыке. В этот период Кормухина коренным образом пересматривает образ жизни, приоритеты, ценности, отношения к творчеству. Она внутренне приходит к православию и его духовным ценностям.
ведет практически монашеский образ жизни. Ольга Борисовна с детства была воцерковленной. К вере ее приобщила бабушка, глубоко верующая женщина. В свое время она крестила детей в тайне от мужа, ярого коммуниста. Но артистка долго не осознавала своей близости к Богу. Все изменилось, когда у Кормухиной начался тяжелый период. Сперва умер отец, а затем у нее самой заподозрили онкологическое заболевание. После обследования Кормухина сломала ногу и слегла на 2 месяца. В этот период она читала Библию и пила травяные настои. Когда Ольга Борисовна вновь пришла на осмотр к врачам, они объявили, что она полностью здорова. Кроме того, в середине 90-х к исполнительнице пришло осознание, что в стране царит хаос, и она ни на что не может повлиять, и в итоге решила уйти в монастырь. В 97-м она приехала на остров Залит, где встретилась со старцем Николаем Гурьяновым. Но он посоветовал ей не отрекаться от мирской жизни и петь на клиросе. Старец пользовался огромной любовью и авторитетом у прихожан, среди которых было немало творческой молодежи и интеллигенции. Он, к слову, стал прототипом героя фильма Павла Лунгина «Остров», которого сыграл Петр Мамонов. После этого артистка регулярно навещала духовного отца, который в итоге благословил ее на покупку дома на острове Залит. Сейчас она поет не только духовную, но и рок-музыку. В этом Кормухина не видит диссонанса, ведь в роке нет пошлости. Зато есть правда. На эту землю с высоты прозрачно даль и синева чиста. Кроме того, духовный отец артистки предрек ей семейное счастье. Вскоре она встретила Алексея Белова, ставшего надежным спутником. Когда они впервые посетили старца Николая вдвоем, он посоветовал им венчаться. Волю духовника музыканты исполнили в 99-м, и в возрасте 40 лет знаменитость стала мамой. На свет появилась дочь Анатолия. Дать малышке такое необычное имя посоветовал супругам все тот же отец Николай, причем задолго до ее рождения. И невероятно, но пророчество святого старца снова сбылось, и девочка появилась на свет в день памяти святого великомученика Анатолия. Как сладкий яд зажигала кровь твоя любовь. В начале нулевых певица вернулась на сцену обновленной и полной жизненных сил. Новому витку ее профессиональной карьеры поспособствовало знакомство с лидером рок-группы «Парк Горького» Алексеем Беловым, который стал, как мы уже знаем, не только ее законным мужем, но и верным соратником в творчестве. Вместе они записывали песни, снимали клипы и делали аранжировки. В феврале 2010 года Ольга подготовила специальную программу из мировых хитов, чтобы поддержать российских олимпийцев в Ванкувере, а в 2014-м с музыкантами группы «Парк Горького» участвовала в церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи. В том же году певица выступила в Международном доме музыки с симфоническим оркестром Москвы и была названа лучшей сольной исполнительницей по версии интернет-ресурса «Русский топ». Начиная с 2012 года Кормухина является постоянной участницей рок-фестиваля «Нашествие» и организатором фестиваля добрых дел «Остров», который ежегодно проводится в Московской области. Собранные средства идут на восстановление храмов и помощь детям из малообеспеченных семей. Кроме того, певица несколько раз приезжала с концертами на Донбасс и поддержала Крымскую весну, за что была внесена украинскими властями в базу «Миротворец» и лишена права въезда на территорию страны. Тебя никогда не устану ждать в этом море потерянных дней. Для тебя буду жить, тобой дышать. Только ты возвращайся скорее. Я тебя никогда не устану ждать.
В свое время песня «Кукушка» была написана Виктором Цоем незадолго до его гибели в аварии и включена в посмертный «Черный альбом». Проникновенную, словно пророческую композицию перепевали многие артисты. В 2014 году вышел альбом «Спасем мир», куда вошли 15 каверов на песни Цоя. Песня «Кукушка» досталась Ольге Кормухиной, а чуть позже композицию перепела Полина Гагарина для военного фильма «Битва за Севастополь». В октябре 19-го Кормухина и ее супруг подали на Полину Гагарину в суд. Хотели сделать это раньше, когда в 15 году вышел фильм, но из-за недоработок российских законов в области авторского права процесс затормозился. Ольга Борисовна сочла перепевку Гагариной и аранжировку авторства Константина Меладзе полной копией трибьюта авторства Кормухиной. По словам певицы, она сделала это не ради денежной выгоды. Никаких финансовых претензий в иске не было, а ради памяти автора оригинала. Своеобразная точка в судебном процессе была поставлена осенью 22 года. Несмотря на то, что 3 из 4 привлеченных к делу специалистов подтвердили факт заимствования, хит Гагариной все же был признан самостоятельным произведением. Таким образом, Кормухиной в иске было отказано. Осенью 2016 года певица выпустила свой 13-й по счету альбом. С новой концертной программой Кормухина выступила в Крокус-Сити-Холле, а затем отправилась в большой гастрольный тур по стране. Спустя год она снова собрала Крокус, на этот раз выступив с симфоническим оркестром. Следующей популярной композицией певицы стал сингл «Без тебя», выпущенный в 2017-м, а спустя 2 года Кормухина представила на суд публики сольную программу «30 лет в открытом космосе». С начала лета 22 года Кормухина гастролировала и львиную долю концертов провела на территориях республик ДНР и ЛНР, выступая с поддержкой специальной операции в Украине. После чего имя Ольги Кормухиной появилось в санкционных списках Украины, Канады, ей запретили въезд в Латвию. Ольга Борисовна также яро осуждает бизнесменов и деятелей культуры и искусства, покинувших страну в связи с политической ситуацией. Так, Ивана Урганта певица назвала «прыщом на теле Родины», а Олега Тинькова жестко раскритиковала за негативные высказывания о России и отметила, что рак финансиста мог явиться ему бумерангом за грехи. Сейчас на сольных выступлениях Ольга Кормухина поет очень разноплановый репертуар, начиная от песен Тины Тернер, группы Назарет и заканчивая своими новыми и старыми песнями. Как признается Ольга Кормухина, «Я именно через музыку чувствовала и познавала Бога. Именно в музыке я не позволяла себе неправды. Всегда должно было быть какое-то достоинство в песне. У меня все песни про Бога, только не впрямую». Вот так, Россия! Россия, я поздравляю